Всем доброго утра. Итак, друзья мои, боль на самом деле это сигнал организма, обозначающий, что с вашим организмом что-то не то. И какой орган у вас болит, там непорядок. Там есть проблема, которую нужно устранить. Я дарила вам ритуалы и заговоры от боли, которые помогут унять боль, пока вы обратитесь к врачу. Хочу вам объяснить, что обязательно при этом нужно идти к доктору. Просто есть моменты, когда, например, начинается ночью боль, и надо как-то унять эту боль для того, чтобы на следующий день, например, поехать. И как-то так выспаться нужно, да, в конце концов. Ну, бывает, застанет боль, как обычно, не в том месте и не в то время. Вот тогда начитываете заговоры от боли. Есть моменты, когда болезнь хроническая, и ничего не поделать, это не лечится, это просто купируется на некоторое время. И потому, скажем так, иного выхода нет, как постоянно обезболивать либо лекарствами, либо заговором. Есть хронический гастрит, например. Если человек не то съел, то у него начинается боль в желудке. Это не говорит о том, что там, скажем, страшная проблема. Да, это проблема, но просто нужно обезболивать и больше не есть этот продукт, который вызывает боль. Обычно острые, кислые и прочее, прочее. Есть другие варианты. Ну, например, видите, как прошелся шарик. Ну, ладно. Есть другие варианты. Ну, например, там грыжа позвоночная, которая тоже не лечится. Тоже купируется, тоже блокируется по-разному. Для того, чтобы человек мог просто с этим жить. И очень опасно зачастую вообще трогать. После операции бывает иногда и хуже. Одним словом, чем старше мы становимся, тем больше у нас различных болей появляется, потому что у нас организм, естественно, стареет и идет к вымиранию. Не молодеет. И зачастую это боли, которые нужно перетерпеть или выпить таблетку, и после, например, не есть определенный продукт, не поднимать тяжесть и прочее. То есть боли, которые, в принципе, постоянные, там боли в пояснице, в ногах, они говорят о том, что есть определенная проблема, которая неизлечима. Если мы нарушаем какой-то там режим, нарушаем диету, то эта боль появляется, и нужно несколько дней перетерпеть просто или выпить таблетки, пока эта боль пройдет. Вот при такой боли, когда нет опасности, скажем так, и не страшно эту боль перетерпеть, вот при такой боли стоит читать заговор. То есть имею в виду, что если у вас начинает болеть аппендицит, заговор читать можно на некоторое время, чтобы болевой синдром прошел, и вы собрались, поехали в больницу. Но долго тянуть нельзя, вы знаете последствия. Но бывает, например, послеоперационные боли. Бывают, например, после удаления зуба, особенно зуба мудрости, да, это целая операция, и болит долгое время, заживает. Вот такие боли, которые говорят не о проблеме, а о том, что проблема устранена и вмешались в организм, в тело человека. Естественно, нужно время, чтобы перетерпеть. Порой даже лекарства не помогают или помогают ненадолго. Да и пить, знаете, вагонами лекарства не очень рекомендуется. Поэтому что делать при таких случаях? Дарю вам еще один заговор при сильной боли. Этот заговор вы можете читать для себя, вы можете читать для вашего питомца. Просто гладить рукой, начитывать, пока питомец не уснет, не успокоится, значит, боль прошла. Вы можете этот заговор читать для ребенка, можете читать для
лежачего больного, если человек не может за себя говорить и тяжело. Обычно успокаивает боль, и если это ночью, то может помочь уснуть. Согласно легенде, был такой знахарь по имени Янарей. Вообще Янарей это имя одного из демонов русского пантеона. Пантеона бесов, беса или демона, ну, в общем, духа, природного духа, черного духа, не злого обязательно, но относится к темной дебри магии. Это долго объяснять, сейчас не будем туда вдаваться в подробности. Однако этот чародей тоже называл себя Янареем. Может быть, он перенял имя той силы, которая ему помогала, может и так быть. Может, его так звали, в принципе. Но это не столь важно. И когда я изучала именно пантеон, вот называется пантеон русской нечисти, хотя я бы не назвала их нечистью, ну, нечистью назвала христианство, все, что не касается религии, да, все, что вне, все, что идет издревле. И я наткнулась на вот интересную историю про этого чародея, которого звали Янарей. Янарей был монахом. Потом у него обнаружили какие-то письмена, какие-то заговоры, в которых было написано, что он вызывает похоть у женщин. За что был изложен, изгнан из монастыря. Но через некоторое время он, скажем так, дальше пошел в ремесло. И, как говорят, ему от бабушки была передана эта сила. Видимо, она взяла верх. И он прославился как колдун, который жил в добротном доме, далеко от людей, просто возле леса. И к нему приходили много людей. И вот именно обращение к чародею Янарею я как-нибудь еще дам в другом качестве. Но поскольку он лечил, он еще и исцелял, не только он колдовал, он еще и исцелял, как ни странно. Обычно колдовство и исцеление немного так разнятся, потому как колдовство это более сильное, более такие дебри темные. Но в любом случае, видимо, ему давалось исцеление в том числе. И говорят, что он знал язык трав, язык животных. И богатый такой зажиточный человек, очень известный. И когда я как-то составляла заговор от боли, составляла для себя, и мне вот пришли вот эти слова, пришли в голову. Я составила, именно связала с его силой, с его духом. И вы знаете, очень быстро прошла боль. Я, конечно, сказала своими словами, импровизация такая. А потом, естественно, красиво составила этот заговор. И я хочу подарить вам. Если у вас сильные боли, зажигайте восковую свечу и читайте столько раз на свечу, пока боль не отступит. Обычно отступает после 3-го, 5-го раза, утихает полностью. Но свеча должна догореть, и свечу просто выкиньте. Здесь откуп не нужен. Здесь можете своими словами потом благодарить чародея Янарея за помощь. И каждый раз, когда у ребенка колики, там, пучит животик, когда они маленькие, тем более, когда плохо спит, когда что-то болит, капризничает, питомец капризничает, человек у вас лежачий, например, вы ухаживаете, да, есть какие-то проблемы со сном, потому что что-то болит в любом случае уже, тем более, если человек на закате своей жизни. Начитывайте для них. Можете, держа ее за руку, читать для нее, зажигая свечу. Потому что вся боль передается воску, воск, естественно, тает, сгорает, и вот в этом огне сгорает та самая боль, которую вы пытаетесь убрать, да, исцелить в этот момент.
Итак, читаем таким образом. За 7 гор и 7 морей жил чародей Янарей. Свечи ночью зажигал, людей огнем исцелял. Я зажгу огонь свечи и попрошу чародея, пусть он меня излечит. Уйди боль с костей и мышц, уйди боль с крови и тела, вселяйся в воск, как воск тает, так и боль отступает, заклинаю. Еще раз. За 7 гор и 7 морей жил чародей Янарей. Свечи ночью зажигал, людей огнем исцелял. Я зажгу огонь свечи и попрошу чародея, пусть он меня излечит. Уйди боль с костей и мышц, уйди боль с крови и тела, вселяйся в воск. Как воск тает, так и боль отступает, заклинаю. Но если вы для другого читаете, называйте его имя. Ну, например, там за 7 гор и 7 морей жил чародей Янарей. Свечи ночью зажигал, людей огнем исцелял. Я зажгу огонь свечи и попрошу чародею, пусть он там Ивана излечит. Уйди боль с его костей и мышц, уйди боль с его крови и тела, вселяйся в воск. Как воск тает, так и боль у Ивана отступает, заклинаю. Поняли как? Еще раз. За 7 гор и 7 морей жил чародей Янарей. Свечи ночью зажигал, людей огнем исцелял. Я зажгу огонь свечи и попрошу чародея, пусть он меня излечит. Уйди боль с костей и мышц, уйди боль с крови и тела, вселяйся в воск, как воск тает, так и боль отступает. Заклинаю. Итак, вот вам еще один подарок от меня. Пользуйтесь во благо. Заговаривайте боль у себя, у детей, у близких и у питомцев. Всем удачи!